Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз. Знаки судьбы. События до конца января 2024. Как меняется ваша реальность? И с чем? Или с кем это будет связано? Давайте узнаем, что скоро случится. А может быть, прямо сейчас, в ноябре, уже что-то начнет меняться. Но что произойдет и как это проиграется в вашей жизни? Я могу предположить, приходит нужная информация или какие-то контакты у вас осуществляются, когда вам становится наиболее понятно, как действовать дальше. В принципе, этот период нас, где-то подготавливает. И почему у нас такое расстояние по видео, да, почему сроки до конца января? Какая-то история вам хорошо знакомая, поскольку мы говорим о ретро-уране. Любой ретро – это какой-то дежавю. И, может быть, это прежние ваши задумки, когда вы не могли что-то осуществить или о чем-то мечтали. Возможно, это и с какими-то конкретными людьми взаимодействие вам придется возобновлять. Или уже в новом ракурсе, исходя из того, что вы хотите осуществить, как-то переделывать у кого-то документы или себя, как свою жизнь, обустраивать, но уже в будущем направлении, в сторону прогресса. Но открутите немного киноленту своей судьбы назад. В конце 2024 года у нас тоже был ретро-уран. И тоже в знаке зодиака Телец. А вы, как и Телец, принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. Поэтому вот эти планетарные транзиты вы можете, как-то особо остро чувствовать. И то, что у вас было, как кульминация, ноябрь, декабрь 24 и январь 25. Вот сейчас, начиная буквально с ноября, где-то отдаленно может напоминать ту ситуацию или взаимодействие, опять же, с теми же людьми. Возможно, вам придется принимать какое-то однозначное важное решение, чтобы путаница была устранена и чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Но должна сказать для вас, мои дорогие козероги, в центре, это планетарно, карты тут ни при чем, могут стать вопросы финансов, вопросы карьеры, вторичного заработка, где, как, каким образом. Здесь могут быть, я допускаю, и какие-то траты, причем неожиданные. И самое главное, нам говорят, вот спокойствие и рассудительность. И перепроверять информацию, мои дорогие козероги. Это как основа основ. Ну, давайте пойдем дальше. И первая карта. Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется. Тут и правда для вас возможности, чтобы жизнь пошла с правильной ноги, чтобы вы были счастливы. Для вас это благополучное время. Но вот это благополучие, оно в каком-то новом аспекте может быть. То, где или к чему вы несколько не готовы. Вторая карта. В чем вы поставили точку, а оказалась запятая или многоточие? Какая-то знакомая история. И что прояснится, какая правда откроется, что станет явным, с чем вы, может быть, определитесь. Может быть, и глаза тут наши собственные открываются. Раньше мы думали или представляли одно дело в одном формате, а тут мы видим с другими возможностями. И куда заведет судьба? Энергии вот на этот период, основные энергии или сферы жизни, которыми вы будете заниматься. Вторая карта, второй знак судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? Что нужно услышать? И третий знак судьбы. Какие возможности перед вами, мои дорогие козероги, открываются? Вот так. Что вы вычеркнули? Ну, точно был какой-то давно проигрыш. Именно проигрыш, потому что по девятке мечей это та история, когда мы ничего с этим не могли поделать. Вы не видели в чем-то продолжения. Когда вам было буквально страшно в каком-то деле. Я не говорю о страхе, тот, который животный страх. Нет, конечно. Это внутреннее беспокойство, это внутренняя какая-то тема, когда вы, может быть, от чего-то даже отказались, может быть, вынужденно, потому что, опять же, у кого-то из-за страха перед будущим. Вы не знали, как все сложится. Или, мои дорогие козероги, вы не могли когда-то что-то просчитать. И поэтому могли отказаться. А что это такое? Какая тема, какая сфера жизни? От какой-то победы? Вы знаете, тут я больше вижу, что у вас и раньше была какая-то возможность, но
Потом, возможно, вы пришли к выводу, что, ну, буквально я сглупил. Или я зря на что-то согласилась. Или наоборот, зря отказалась. Тут у кого что. Потому что карта победителя, мои дорогие. И здесь для вас нужно как-то очень правильно взаимодействовать с тем, что есть. Но, по крайней мере, если вы даже не можете ну, что-то просчитать, то точно нельзя отказываться, потому что победа у вас, я бы сказала, в нашей жизни так бывает. За 5 минут до победы мы как складываем оружие. Ну да, тройка мечей. Было какое-то разочарование. Нам ведь так и не сказали, какая это сфера жизни. Хотя по жезлам дела, работа, бизнес и деньги. Но кто знает, может быть, это с деньгами было как-то, ну, взаимодействовано или перекликалось, или какая-то тема у вас была. Она даже не денежная, она может быть и из личной жизни, потому что тройка мечей – это именно какая-то глубокая рана в нашем сердце. Может быть, это тайна, о которой вы никому не расскажете, и вам даже страшно об этом думать. То есть явно есть, мои дорогие, из прошлого какой-то вопрос, который вам не дает покоя. 2 карты. И именно по нему сейчас вы можете достичь победу. Вам жизнь будет возвращать какую-то ситуацию или подобную, которая, может быть, у вас уже была, сложилась, возможно, и год назад. Но не обязательно. Возможно, это было когда-то прежде. И вот теперь вот есть какая-то победа. Но для вас основная задача не отказаться. Не сказать, может быть, нет чему-либо или кому-либо. Держать баланс это точно придется. Но по тройке мечей это сейчас здоровое равнодушие. Сейчас уже это не болит. Это только мы сами можем как оживлять в памяти те воспоминания, по сути дела, в которых уже надо ставить точку. Там и ситуация какая-то закончилась, но она живет именно в ваших воспоминаниях. Вам что-то мешает, а на кону у вас победа. А в какой сфере жизни это победа? В какой сфере жизни это победа? Нет, все-таки дела, работа, бизнес, деньги. Наша Паш вот так вот хитро что-то задумала, да, и так вот немножко прищурив, смотрит на нас с карты. Это, кстати, колода Таро снов в Чаромаркете. Паш жезлов. Не случайно в Чаромаркете изобразил 4 жезла. Это всегда как основание. Вот у вас стабилизация чего-то идет по тому вопросу, который вас, ну, как обезоруживал. Каждый раз вы могли словно... Вам так казалось, может быть, потому что это карта искаженного восприятия, 9 мечей. Мы пребываем в каких-то сомнениях, тревогах, получится, не получится, а так будет или не будет. А посмотрите, в реальности-то у вас совершенно другие энергии. Тут и стабилизировать, и добиться победы. Ну, правда, если планетарные транзиты говорят о том, что финансовые какие-то темы для вас будут актуальны, значит, вы можете что-то переделать. Или в каком-то новом контексте, новая работа. Пусть работа старая, но это значит, какие-то новые высоты вы перед собой ставите. Возможно, вы услышите какую-то новость. Паш– это новости, вестники. Но иногда все же это иногда вести от наших детей. Но или какая-то обстановка по части работы или заработков, она тоже может меняться. Но вы посмотрите, тут же победителям как будто есть возможность выйти, поставить уже буквально крест на каких-то сомнениях, страхах, неуверенности. Что это еще? Но это от вас потребует внутренней перестройки по рыцарю мечей со знаком плюс. Когда мы ищем правду истинную, мы ее находим. Что вы вычеркнули? Вы могли вычеркнуть какое-то дело. Или, пусть это даже касалось работы, вы ушли с какой-то работы с тяжелым сердцем, как мы говорим. Для кого-то из вас это может проиграться как... Допустим, вы слышите новость, потому что и рыцарь иногда это как вестник, и паж тоже. Так вот, кто-то слышит вести с работы, я как вариант приведу пример, что вот на работе прежней, откуда вы ушли, вот именно так вот тяжеловато. Поменялся руководитель, и там теперь уже какая-то реструктуризация идет, и вы задумаетесь, а не вернуться ли мне? Не вернуться ли мне к какому-то проекту, все-таки дежавю, и Уран говорит, что, ну, есть еще, когда ты не раскрыл свой потенциал. Но будьте внимательны, потому что здесь очень какие-то выверенные вами действия. Не случайно у нас и Водолей, и ваш знак зодиака. С одной стороны, это интеллект, с другой стороны, это какой-то точный расчет и правдивая информация.
Вам придется работать с информацией, вам придется себя несколько перестраивать по части ваших достижений, обучения, у кого что, да, а у кого-то построение бизнеса, построение карьеры. Вы что-то уже вычеркнули, но возможность к вам явно возвращается, но совершенно в другом ключе. В чем вы поставили точку? Да, вы на каком-то проекте могли поставить точку и сказать, что да нет, тут этому не будет, не бывает никогда. Я больше в этом участвовать не буду, я больше не буду к этому возвращаться, хотя я могу допустить, отчасти эта карта может свидетельствовать о любви, о страстной любви, мои дорогие девочки. Это вы как, ну, очень притягательны для противоположного пола, и, может быть, история личной жизни. Может быть, это где-то все то, что мы с вами сейчас достали. Хоть у нас и жезловые карты, но, может быть, эта история касалась именно личной жизни. А потом в нее вплелись темы финансов, может быть, и недвижимости, да, и когда пришлось, вроде начиналось все с эмоций, а потом это перешло уже в какую-то конкретику, и вот тут как раз правда какая-то и открылась, и вы были скорее разочарованы, чем очарованы, вы от какого-то человека не ожидали, ну, поступков, действий или слов, может быть, и так, потому что явно что-то ранило. А потом словно погрузила, я уже не достаю девятка мечей, надолго в какие-то сомнения. Но вот здесь как начало-начал, какая-то история, но в каком-то новом ключе. Я допускаю, что это и люди могут возвращаться, мои дорогие мужчины. Это может карта говорить о том, что есть женщина. Все-таки это больше карта женской силы. Это та, которая нам не просто интересна, к которой мы испытываем страстную любовь, не без этого. Но вообще эта карта будет говорить, держать баланс придется. И великим дипломатом, скорее всего, вам тоже придется быть. Поэтому, как и перепроверяйте, может быть, информацию, чтобы ну, не согласиться на то, что изначально, ну, неосуществимо. Самому себе или самой себе не нарисовать, ну, условно, каких-то замков воздушных, которые ни на чем не основываются. Может быть, для вас вот больше стабилизировать, как и самих себя, ну, наверное, как и то, что происходит вокруг, но правильно тогда взаимодействовать. Здесь явно даже с учетом рыцаря мечей не будет проходить все так, как мы это планировали. Все же здесь есть какая-то быстрая перестройка, мои дорогие. И это именно в тех вопросах, к которым мы, ну, уже вот как бы оно шло, и мы где-то адаптировались, привыкли, а тут что-то меняется. Иногда, кстати, рыцарь мечей может означать, если кто-то из вас, мои дорогие козероги, занимает пост такой высокий или руководитель, просто, да, ну, в принципе, любого звена. Проверяющие иногда проходят. Это те люди, которые без приглашения появляются в нашей жизни, но они идут с каким-то предубеждением. Я что хочу сказать? Тут даже какой-то сложный вопрос вы можете решить, но благодаря тому, что как-то альтернативно вы его рассмотрите, и вы выходите победителем. И, может быть, эта победа будет стоить вам, ну, последующий вот этот прогресс, он как с этой победы начинается. То есть сначала у нас вот такие мрачные, какие-то очень холодные энергии, когда мы никому не верим, когда мы ждем подвоха. И тем не менее, не погрузить себя в эту глубокую философию, наверное, это будет важно, иначе как-то мы неправильно провзаимодействуем. И я должна сказать, вторая карта, да, в чем вы поставили точку, оказалась запятая или многоточие. В левом верхнем углу у нас знак льва, да, это внутренняя энергия. Но Чаромаркетти изобразил тигра, да, ну, все равно это имеется в виду вот эта энергия такая страстная, горячая, когда на своем настоять хочется. Это, знаете, бунт в душе может означать. И вот очень интересно, у нас буква иврит татет, которая обозначает змея. Включайте змеиный режим. Ведь карта силы часто говорит о дипломатии. Договариваться придется. Вот поэтому в чем-то вы поставили точку, а здесь через дипломатию вы решите какой-то спорный вопрос. И что же прояснится? Дворец кубков. Ни в одной колоде нет такой карты, как дворцы, а вот второй снов в Чаромаркете есть. И если мы говорим сон, это как раз про интуицию. Слушайте интуицию, ведь по большому счету интуиция – это интеллект,
и наш пережитый опыт. Опыт вы имеете, вот какое-то хладнокровие к тому или иному вопросу, который касается именно вашего благополучия. Или какая правда откроется? Вы будете разную, такую разношерстную информацию слышать, но вам ее нужно перепроверять. Холодная карта говорит о том, что мы скорее более беспристрастны, нежели быстро включаемся в какое-то дело, вопрос. Может быть, это даже то, что приятно слышать, а перепроверить стоит, чтобы не дать кому-то усыпить нашу бдительность. Вот мы с вами только что об этом говорили. Может быть, это, знаете, и обстановка вокруг вас, которая тоже требует хладнокровия или такого, как изучение собственных эмоций, нашего отношения к чему-либо или кому-либо. Тут, вы понимаете, тут себя где-то сохранять нужно. Быть загадкой, я бы сказала, подвести итог наш. Ну и по аркану-то сила, ведь это тоже больше, знаете, действие с позиции серого кардинала. Мы тут себя как-то очень продуманно транслируем и в плане на что-то согласиться, подписать какие-то документы. Мы тут все перепроверяем, выверяем. И тогда, кстати, рыцарь мечей может говорить: перепроверь не просто информацию, а кому-то из вас понимать, как в отношении вас работает закон. Ладно, куда заведет судьба? Первая подсказка. Вообще судьба вас ведет к изобилию, процветанию, семейному счастью, взаимоотношениям, которые надежны, к теплому уютному дому, а также к деньгам и путешествиям. Деньги, путешествия, видите, у нас в правом верхнем углу знак рыбы, а в левом верхнем углу знак Марса. И это где-то побудительный мотив, это вот эта наша сила, и вы сильны, и у вас достаточно внутренних ресурсов. Это где-то и бодрость, и наше физическое просто даже состояние, оно как будто на уровне. Вот вас сопровождают высшие силы, чтобы вы смогли свою жизнь обустроить, правда, с правильной ноги. И у вас на это будет достаточно сил. Кто-то построит семью, мои дорогие, для кого-то, может быть, помириться с очень важным человеком или обустроить свое благополучие через финансы. Может быть, и начать путешествовать, или когда вы вообще задумаетесь о каком-то переезде. Вы, кстати, можете задуматься уже в ноябре. Пусть не все, но вот какая-то обстановка, да, такая сложноватая. Ведь мы с вами долго говорили по первой позиции. И тем не менее, это для вас как время делать правильные выводы и на что-то, как решение и решимость. Более того, аркан-победитель или шестерка жезлов, как о победителе говорит, тебе придется эту победу сохранять. И сохранять это не значит настаивать, а как-то очень мудро действовать. Вот как аркан сила. Где-то мудро, где-то, может быть, и хитро, а другого как будто и не остается. У вас на кону что-то очень важное, а главное, приятно волшебное, мои дорогие. И от того, как вот вы со всеми этими энергиями, людьми провзаимодействуете, вот от этого зависит ваше счастье, что вам хотят передать высшие силы. Вот вы знаете, всегда по семерке жезлов много советчиков. Причем каждый там свою дуду как будто дудит, да, или каждый что-то хочет вам в виде совета преподнести или что-то доказать. Это, конечно, может быть и ваше внутреннее предубеждение. Нам даже Чиро Маркетти изобразил вот воина-героя, но он с закрытыми глазами, ему кажется, что вот ему противодействует. Но все же семерка жезлов, она часто говорит о том, что мы сами свой внутренний дзен сохраняем. Хотя вокруг такая, как и информация разношерстная, люди какие-то непонятные, или, может быть, и люди понятные. Но, поверьте, вот в этот период времени каждый из нас занят каким-то своим вопросом. И у каждого из нас будет, ну вот, наверное, как по аркану сила, такой внутренний импульс настоять на своем. Вот для вас, в очередной раз говорю, не включиться туда, куда вам не надо. Не согласиться с чьей-то позицией, а она будет не ваша. Это будет позиция какого-то человека. Пусть это человека близкого, а жизнь-то ваша, мои дорогие. Вот я тут вижу, что именно путаница, если в вашей жизни возникает, то она приходит извне. Поэтому правильно скоординировать, перепроверить, в очередной раз говорю, какую-то
информацию, нужно вам включаться в этот вопрос или нет. Будьте рассудительным и спокойным. Вот в этом ваше все, ваш успех. Какие возможности открываются? Быть счастливым, мои дорогие, продолжать какие-то важные отношения. Причем быть счастливым в семейной жизни или в паре, когда строите новые планы, когда понимаете друг друга без слов, когда вместе уже задумываете, может быть, как и поездки, переезды или какие-то творческие союзы. Ну вот есть всегда по шестерке кубков, особенно в этой колоде, те люди, которые нас готовы поддерживать. И двое детей. Не случайно Чаромаркете изобразил именно детей. Согласитесь, только в детстве мы свободны от меркантильности. И даже если у нас есть какие-то финансовые проблемы, то мы людей, вот есть, знаете, как самое дорогое. И люди-то ведь разные. Не всем людям суждено надолго остаться в нашей жизни. Кто-то приходит как по интересу, да. Сегодня есть интерес, завтра он закончился. Это может быть и с вашей стороны, это может быть и со стороны другого человека. Но все-таки есть те, которые приходят не по интересу, а именно по искренности, которые нас чувствуют душой, понимают с полуслова, а то и с полувзгляда. Давайте я достану еще одну карту. Какие возможности? Я тут вижу именно возможности пары, личной жизни, какой-то надежной дружбы. Возможности вот именно правильные люди, правильные союзы, правильные социальные связи вам дают возможность уйти от финансовой бреши и договориться, мои дорогие. Как будто то, что вы будете делать, начиная с ноября, вы закладываете свои победы на долгий период времени. Тут важно и не просчитаться, и не включиться, куда вам не надо. Может быть, даже подписывая какие-то соглашения, документы, тоже будьте внимательными, потому что чей-то интерес – это не значит, как что-то долженствующее. По пятерке монет тут ведь всегда недостаток. Вот какие возможности открываются? Уйти от этого недостатка, впереди карта шестерка кубков. Именно когда есть надежные люди, мои дорогие. Тогда жизнь, она не только с правильной ноги, она более понятна и вам как-то уверена. Рыцарь кубков. Вы знаете, тут ведь у кого-то может быть даже действительно сила предубеждений. Когда вы, допустим, вы в паре или вы в отношениях, а вам дают советы. Вот банально даже, да? И дают советы ваши близкие. Делай так, не делай так. А вот то, что вы именно думаете, понимаете? Потому что по рыцарю кубков тут какие-то добрые вести. Может быть, вам и помогают как раз вот эта рассудительность, хладнокровие, перепроверка информации, чтобы не поддаться на чей-то чужой импульс. И себе не навредить, хочется сказать так. Тут надо быть хитрее, изворотливее, мои дорогие, мудрее. Но тут по-другому семерка мечей нам ничего нового как бы не говорит, правда? Может быть, и люди где-то хитрят. Вот есть как будто один человек, кому вы можете доверять. Ну, может быть, это и не один, но у кого-то именно одна персона. Может быть, это надежный друг или подруга, или это ваш любимый человек. Но, тем не менее, а остальной мир, он такой еще пока разный, и он как будто меняется. Поэтому, когда мы действуем в согласии, когда мы себе, самое главное, доверяем, тогда мы знаем, как подстелить соломки. Вот есть тут все-таки тот момент, когда, ну, как бы опасность, да, или в чем риск. Довериться тем, кому доверяться нельзя. Или начать слушать и думать, что это как истина в последней инстанции, мои дорогие, тех людей, которые могут ошибаться, а нам кажется, может быть, и подают вам информацию, как это что-то достоверное. Ну, правда, перепроверяйте. И, кстати, берегите себя по части информации, по части денег, потому что семерка мечей, вообще будьте внимательны. Знаете, ведь это карта вора иногда называют. И это как будто вот человек, он крадучись забрал 5 жезлов, 5 мечей точнее, и он уходит. Да, тут есть такой момент. 2 меча остается. Как будто чужое мне не надо. Есть всегда подсмысл в этой карте забрать свое. Но это не путем таким каким-то открытым, а какими-то аккуратными действиями, когда и законы в балансе, да, отчасти нам уже говорили,
И, может быть, действовать нужно. Меня ведь смотрят люди из разных стран. Может быть, обстановка у вас будет для кого-то из вас, мои дорогие козероги, когда действительно из себя спасать и свое приходится. А может быть, это у кого-то касаемо денег и составления важных бумаг, документов, когда вы берете на себя обязательства. Так тут тоже тогда будьте внимательны. Здесь явно какая-то холодная голова совершенно необходима, а может быть и математический подсчет. И я бы еще добавила, проверяйте пароли аккаунтов. Все, что пишут вам в мессенджерах. Вот у вас на кону, посмотрите, десятка монет. Деньги, изобилие, процветание, благополучие, семейное счастье. Но вокруг какие-то непростые энергии. И, может быть, и хочется как раз стабилизировать обстановку и расслабиться. Но я не могу. Так вам дать совет, или карты нам прямо кричат: будь внимателен, Козерог, по крайней мере, на период с ноября, прямо сейчас, и до конца января. Вот смотрите, с 4 февраля планета Уран в Тельце перейдет в прямое движение. И там оно как-то уже, я не говорю, что внешняя обстановка будет стабильная. И я вообще боюсь сказать или даже делать расклад на 26-й год, потому что там у нас год огненной лошади, там сплошные метаморфозы, там что-то может такое закручиваться лихо, быстро, совершенно непредсказуемо, правда. Но тем не менее сделаю. Но вот какую-то новую, понимаете, нужно для себя самого политику внутреннюю отработать, взаимодействие с людьми, по части информации. Вот как стратегия и тактика, мои дорогие, она какая-то для вас должна быть совершенно иная. Потому что у вас на кону и победа, и семейное счастье, и финансовый успех. Но вокруг еще как-то сложновато. И вот пока оно сложновато, пока оно прояснится, а тут быстро что-то не проясняется, по крайней мере, до конца января. И я не могу так сказать, что наверняка прояснится. Поэтому у вас карты говорят, что у тебя сейчас, Козерог, сильная позиция. Но расслабиться ты не можешь. И ищи все время альтернативный вариант. И перепроверяй информацию. И тогда ты себе точно скажешь спасибо. Уметь сохранить себя в наше сложное время – это искусство. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.